Приветствую вас в творческой студии Елены Тюриной. Мы продолжаем работать над новогодним декором. Изготовим с вами простые открытки из картона и бумаги в технике симметричное вырезание. Материалы, которые понадобятся нам для работы: клей ПВА, карандаш, бумага, ножницы, картон любого цвета, деревянная линейка для того, чтобы нам было проще сложить пополам лист картона. Хорошенько проглаживаем линию сгиба. Затем берем пол листа А4 формата, складываем его пополам, для того, чтобы нам работать в технике симметричного вырезания. С помощью карандаша наносим рисунок. Я рисую ровно половину головы тигра. Вы можете свой вариант тигра нарисовать. Здесь минимум прорезей, максимум эффекта. Можно сделать улыбающегося тигра. Я заштриховываю места, где нужно будет вам вырезать. Ну и чтобы лучше было видно на камеру. Нарисуем такую ему улыбочку. Ну, теперь при помощи ножниц мы все это вырезаем. У нас вращается именно заготовка наша, а не ножницы. В детстве я часто слушала пластинку «Тигренок Р» говорит. Если найдете где-нибудь в интернете эту аудиопластинку, обязательно включите детям, которые не умеют выговаривать букву «Р». Теперь, чтобы вырезать вам глаза тигра, нам нужно согнуть по оси глаза нашу заготовку и просто вырезать. Мы все вырезали. Разворачиваем. И у нас получился тигренок. Берем клей, ну можно карандашный клей использовать, но у меня не было его. Поэтому я маленькие точки ставлю кое-где, особенно по краю, и чуть-чуть в серединке зафиксировать. Накладываем нашу деталь, голову тигра, и при помощи листа разглаживаем как утюжком. Ждем, когда все просохнет. Можно написать поздравление, вклеив лист. Можно распечатать какой-то текст поздравления. Можно самим написать. Вот таким образом вы можете вклеить его
отрезать лишнее по краю. Дальше я решила добавить сзади открытки лапу тигра. Тоже способом симметричного вырезания. Коготочки отрезала и следы от когтей. Дети обычно любят добавлять вот такие вот какие-нибудь страшные вещички. Можно взять лист бумаги тем же симметричным вырезанием. Мы сейчас будем с вами цифру 2 изготавливать. Посмотрите, как я сложила лист. Я рисую только одну цифру, а получается у меня 4 цифры. Так они всегда у вас получатся одинаковыми. Не обязательно цифры, можно вырезать что угодно. Чтобы вырезать нам нолик, нам нужно взять одну из цифр, сориентироваться по высоте, какой у нас нолик должен, да, получиться, по ширине, и чуть-чуть его подровнять. Чтобы вырезать в середине нам кругляшочек, мы опять складываем пополам и вырезаем овал. Есть масса вариантов. Вы можете, пока не приклеили детали, поиграть с ними. Как вам больше нравится, чтобы располагались ваши детали на открытке. Это варианты открыток, которые мы с вами можем изготовить по этому мастер-классу. Берем аналогично первой открытке, сгибаем наш картон пополам. При помощи линейки выравниваем сгиб, да, проверяем с другой стороны. Снежинки мы с вами вырезали во второй части новогоднего декора. Сейчас мы попробуем с вами вырезать ствол дерева. Снежинка является кроной дерева. Нарисуем сугробы. В произвольной форме все делается. Насколько ваша фантазия вам позволит. Но чем больше прорезей, тем ажурнее будет смотреться ваша открытка. Просто некоторые еще не любят вырезать. Но вообще, чем проще, тем лучше. В простоте как раз весь эффект и заключается. Разворачиваем нашу деталь, и у нас вуаля, дерево, снежное дерево готово. Можно добавить снежинки, можно взять большую снежинку, расположить по центру ее, либо таким образом, либо добавить еще более мелкие детали. Это работа моих учеников. Изготавливаем следующую открытку. Берем пол листа бумаги А4 формата, сгибаем вновь пополам и рисуем половину нашей детали. Я рисую елочку. Если кто смотрел предыдущий мастер-класс, то там я рисовала елочку таким же образом. Делали подвесок мобилем.
Если вы хотите сделать объемную открытку, то можно использовать половину подвеса мобиля. Это где-то 3 детали таких вот елочек. Теперь все вырезаем. Поворачивайте деталь так, чтобы вам удобно было вырезать. Нет, ножницы нужно держать практически в одном положении. Вот как я говорила, чем больше у вас прорезей, тем ажурнее у вас получается ваша елочка. Вот здесь мохнатые такие ветки мы делаем. Можно, конечно, при помощи ножа вырезать и шары на елке. Но я вам показываю самый простой вариант. Теперь мы попробуем вырезать внизу сугробы. Для этого мы вырезаем полоску, смотрим ее по длине и начинаем произвольно вырезать наши сугробы. Можно такие открытки оформлять еще стразами, блестками. Но это уже у кого что есть. Спасибо всем за внимание. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.